Дух леса, или как его еще величают походники, хозяин лесов, может принимать любые формы, и сразу определить, кто это, невозможно. Если дух чем-то недоволен, или человек нарушил его покой, он принимает форму злобного существа или дикого зверя, но никогда не атакует, а только долго и упорно пугает. Но если дух доволен и добр, он может принять более добрую форму, дабы не испугать человека и в дальнейшем общаться с ним. Лесной хозяин испытывает человека на смелость, упорство и честность. Он любит общаться с сильными духом людьми, даже порой помогает потом человеку. Но если человек по натуре слаб и боится каждого шороха, дух просто забавляется с ним. А все остальное, что духи там кого-то утаскивают, топят, да и еще что-то, это просто сказки трусливых людей, а в природе, как известно, выживает сильнейший. А дух — это часть природы. Зачем ему слабое человеческое существо? Так говорили знающие люди, которым довелось повстречаться с хозяином леса. Мы с дедом Андреем иногда выбирались на рыбалку. Правда, это редко случалось, я всегда был чем-то занят и очень редко навещал родные места. Но когда я приезжал, дед всегда тянул меня на речку. Говорит: поедем, внучок, карасиков половим, ушицы свежей поедим, да отдохнем душой и телом на природе. А дед Андрей в прошлом лесник, но уже лет 9, как на пенсию вышел. В тайгу он уже давно не ходит, говорит, здоровье уже не то, слабый стал, но на рыбалку нет-нет да сходит. Обычно дед немногословен, не любит попросту болтать, но когда примет, как он говорит, для согреву, всегда вспоминает свою лесную жизнь. Вот и сейчас, после рюмочки для согреву, да наваристой ушицы, закурил самокрут и, обращаясь ко мне, проговорил: «Никому я это и никогда не рассказывал, внучок, все боялся, что засмеют меня, или того хуже, сочтут за душевно больного, да и к работе не допустят, а куда ж я без тайги? Тогда порядки то строгие были, долго не сюсюкались. Чуть что не так, быстро дадут в зубы волчий билет. Да, много воды утекло с тех пор, но я все помню, как будто это было вчера. Тогда я, внучек, только срочную отслужил. Дед мой, дед Микей, царство ему небесное, тогда на пенсию вышел, и хоть здоровье у него было отменное, да вот что-то глаза его стали подводить, вот он свой охотничий участок-то мне и передал. Так вот, когда он передавал, он все наставления мне давал. Ты, говорит Андрюха, когда до избы будешь приходить, всегда лесному хозяину подношение подноси, да не забывай у него разрешения спрашивать. А перед тем, как в избу войти, всегда крест накладывай, и когда спать будешь ложиться, всегда крести входную дверь. Вот тогда никто не будет тебя беспокоить и мешать не будет, и промысел будет хороший». Я тогда еще возразил ему: «Ты чего, дед, я ведь с тобой в тайге жил, и один не раз оставался, и никто нам не мешал и не тревожил». «Нет, Андрей, это не то. Там ты со мной был, а тут один, самостоятельно будешь ходить, вот и отношение к тебе другое будет. Но где там, мы же тогда все комсомольцами были, а я в эти суеверия не то чтобы не верил, даже слышать не хотел. Отмахнулся я тогда от сказок старика, да и забыл просто об этом. Но только вот вскоре я на себе испытал, каково это не слушать стариковы советы. Как сейчас помню, под осень это было, надо было по участку пройти, избы посмотреть, да и все остальное. Ты же сам знаешь всю таежную рутину, чего тебя утомлять подробностями. Короче говоря, пошел я до избы, что возле безымянки стоит. К вечеру смог до зимовья добраться. Но когда шел, погода испортилась, небо чернеет, воздух тяжелым стал, и гроза одним словом подходила. И вот в аккурат возле избы гроза-то меня и настигла. Ветрище поднялся, гром загремел. Молнии одна за другой сверкают. Одним словом, не на шутку стихия разбушевалась. А ветер такой поднялся, гляди, деревья с корнями вырвет. Но я уже до избы успел дойти. Дрова были, растопил печку, собак накормил, сам поужинал. Ну, думаю, сейчас покурю, да отдыхать лягу. Притомился за день-то. Присел возле печки и закурил, а дверь в избушку я не закрывал, печка жарко натопилась, душно было в избе. И тут вдруг нутром почувствовал, что вроде смотрит кто-то на меня через дверь из темноты. А взгляд тяжелый, пронзительный, как-то неуютно мне стало. Не по себе. Мне это чувство знакомо. Я ведь на границе служил, а гроза вовсю разбушевалась. Гром раз за разом гремит, молнии сверкают, тайга шумит. Ветер завывает. Короче говоря, шуму хватает.
Я встал и наружу выглянул, а взгляд, то чувствую, стал в темноту всматриваться, но чего там увидишь, темень такая, хоть глаз выколи, да и дождь идет. И тут, при свете молнии, показалось мне, что двигается кто-то между деревьев, да так быстро, что зверь или человек не может так быстро двигаться. Но, может, и показалось мне, не знаю. Но тут я вдруг слышу звук, как будто в бубен стали бить. Сначала где-то далеко было, а потом все ближе и ближе. И вдруг волки стали завывать. Я хоть и не робкого десятка, но тут я не на шутку испугался. Какие волки в эту пору и чего бы им выть? Да и не было их никогда в этих местах, откуда бы им взяться. Да еще собаки мои стали ко мне в ноги жаться, да поскуливать. Значит, не я один все это слышал. А животина, она лучше человека чувствует опасность. Сколько времени это продолжалось, я и не вспомню сейчас. Но вскоре все стихло. От греха подальше я дверь на засов закрыл, так вроде спокойнее стало. А молнии сверкают, гром гремит, светло как днем. А тут черт дернул меня в окошко глянуть, а там что-то белое такое, бесформенное, прямо перед окном проплыло. Но тут меня от страха аж парализовало всего, к горлу комок подступил, дышать стало невмоготу, а сердце так заколотилось, что думал, наружу выскочит. Нет, никогда я такого страха не испытывал. Думал, что все, не доживу до утра, с ума сойду от всего этого. Правда, в избу никто не лез, только звуки эти да волчий вой слышались. Просидел я до самого рассвета в обнимку с ружьем, глаз не сомкнул, все прислушивался. А чуть рассвет забрежил, я манатки собрал и ходу из избы. И ты не поверишь, на одном дыхании я до поселка добежал, как будто гнал меня кто-то и сразу к деду Микею. Ох, и отругал он меня тогда. Я, говорит, тебе же наказывал, что и как делать. Что, тебе трудно было все сделать, как я говорил? Это лесной хозяин на тебя озлобился. А если он озлобится, то выживать будет из тайги, не даст спокойствия, мешать и вредить будет. А то и чего похуже сделает. Вот так-то, внучек. На всю жизнь я тогда запомнил этот урок. И опосля всегда делал так, как мне дед Микей наказывал. Не знаю, может быть, это и совпадение, а может быть нет, но больше никто и никогда меня не тревожил, а может даже и помогал. Ведь в каких только передрягах я не был за свою таежную жизнь. И с медведями приходилось не один раз повстречаться и волками, и с рысью. Но, как видишь, Бог миловал, живым и здоровым остался. Вот оно как бывает в жизни-то. Стариков всегда слушать надо, старики худого не скажут. И ты, внучок, мотай на ус, кто знает, может, и тебе это в жизни пригодится. Вот такую историю рассказал мне дед Микей. Вот такая интересная история произошла. За правдивость я, конечно, не ручаюсь. Может, чего и приврал дед и приукрасил. А вам спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего хорошего.